Всем привет! Приветствую вас на нашем канале. Сегодня мы будем менять верхний патрубок интеркулера. Так вот он выглядит, новый. Это альтернативный патрубок по производителю Thermatec. Его номер можно вот увидеть на упаковке. Вот наш старый патрубок. Его видно под пластиковой защитой крышки. Сейчас мы будем к нему добираться. Первым делом нам необходимо открутить 5 болтов пластиковой крышки двигателя. 1, 2, 3, 4, 5. Откручиваем при помощи шестигранника. И откручиваем дальних 2 винта. И снимаем пластиковую крышку двигателя. Вот наш верхний патрубок интеркулера. Для удобства я также сниму верхний воздухозаборник пластиковый. Выщелкиваем пластиковые клипсы. Снимаем все клипсы и выщелкиваем приемный патрубок воздушного фильтра. И снимаем воздуховод. Теперь будет удобнее откручивать патрубок интеркулера. Откручиваем нижний хомут отверткой. И откручиваем верхний хомут. Выщелкиваем скобу верхнего патрубка. Это фиксатор. И снимаем верхний патрубок интеркулера турбины. В клапане EGR есть масло. Труба интеркулера. Так, распечатываем наш новый патрубок по Thermatec. Так он выглядит. Номерочек по Thermatec. Есть небольшое отличие в защелках.
В оригинальной защелке две направляющие, два паза. Здесь он один. Но это не мешает нам установить этот патрубок. Для установки этого патрубка нам дополнительно понадобится еще один хомут в размере 48-195. Вот у меня американский хомутик. Одеваем его на нижнюю часть и поджимаем. Вот так и поджимаем, чтобы он не сползал. Так, устанавливаем наш патрубок на место. Выравниваем его и подключаем. Закручиваем нижний хомут. Есть. Выставляем патрубок правильно и защелкиваем его на клапан EGR. И зажимаем эту защелку. И снизу. Есть. Готово. Проверяем правильность установки. Запускаем двигатель и проверяем. Итак, на видео было видно, как раздувается наш патрубок, ввиду того, что он не защелкнулся с этой стороны. Ему мешает вот эта направляющая на клапане EGR. Нам необходимо ее прорезать и сделать канавку для вот этой вот защелки, которая у нас находится на патрубке, для боковой защелки, вот для вот этой. Сейчас будем прорезать здесь канаву и устанавливать патрубок обратно. Итак, для удобства снимаем EGR. Откручиваем хомут. Откручиваем клапан EGR. После того, как сняли верхний хомут. Берем шестигранник. Устанавливаем его на нижний болт, такой же как этот. И срываем. Есть. Теперь откручиваем нижний болт. И откручиваем верхние болты клапана EGR. Клапан EGR мы открутили, снимаем вакуумную трубку и достаем клапан. Теперь при помощи дремела и такой насадки прорезаем паз.
Так, готово. Вот так выглядит паз. Этого нам будет достаточно для того, чтобы защелкнуть защелку патрубка интеркулера. Паз мы прорезали, устанавливаем клапан EGR на место. И прикручиваем. Поджимаем болты. Есть. И устанавливаем наш патрубок интеркулера турбины на место. Аккуратно его заводим и защелкиваем защелку. Проверяем. Теперь защелка держится. Устанавливаем вакуумную трубку на место. И устанавливаем хомут трубки EGR. И закручиваем. Зажимаем хомут трубки EGR. Поджимаем. Готово. Так, запускаем машину, проверяем. И устанавливаем воздухозаборник на место. Заводим приемную трубу. Защелкиваем. И защелкиваем клипсы на место. И устанавливаем пластиковую защиту двигателя на место верхнюю. И закручиваем болты. Уже потемнело, включил дополнительно свет. Закручиваем пластиковую защиту. Ну и на этом заканчиваем установку нашего патрубка интеркулера верхнего. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал.